Всем привет! Ну что, среди вас уже есть те, кому посчастливилось исполнить свою маленькую мечту. Поздравляю вас, вы все сделали правильно. Потренируйтесь еще немножко, закрепите результаты, понаблюдайте за своими ощущениями, состояниями, мыслями. Доведите свои навыки до идеала, чтобы ни одной доли сомнения не оставалось в том, что это работает. Попробуйте немного усложнить заявки к Вселенной, понаблюдайте, за какое время исполняется мечта, в каком виде она материализуется в вашей жизни и сколько усилий вам пришлось на это затратить. Возможно, сделайте записи в своем бортовом журнале путешествия к мечте, вам это пригодится в дальнейшем, когда начнете исполнять свой кристалл мечтаний. Модель действий будет такая же, только гораздо более глобально, более затратно в энергетическом смысле и дольше по времени. Думаю, что также есть и те, кто до сих пор борется за свою первую маленькую мечту. Это нормально, не у всех этот дар имеется с рождения, таких единицы. Подавляющему большинству людей нужно наработать навыки, перебороть свои страхи и недоверие к Вселенной. Попробуйте проанализировать, что вы делаете не так. Возможно, ваша мечта излишне сложна для первого раза. Попробуйте ее упростить. Пожелайте не чашку кофе в качестве неожиданного угощения. Пожелайте, к примеру, услышать в течение дня какое-то определенное простое имя, услышать любое простое слово в разговоре с кем-то, встретить собаку определенной породы, машину определенной марки. Это самые простые события, вероятность исполнения которых не вызовет у вас никаких страхов и неуверенности. А именно в этом и заключается главная проблема тех, кто пока не смог осуществить свою маленькую мечту. Именно страх, что мечта не исполнится, или очень высокая степень ожидания ее исполнения мешают событию сбыться. Вы буквально в каждом прохожем пытаетесь увидеть его глаза, которые выискивают вас, чтобы вручить вам торжественно чашку с кофе, объявить вас победителем соревнований и надеть вам на голову корону. Вы пытаетесь выдавить из Вселенной исполнение вашей маленькой мечты с мыслями: «Ну что тебе стоит, это же всего лишь чашка кофе. А эти жлобы мне ее не вручают». Не забывайте о том, что ожидание исполнения мечты должно проходить как бы в фоновом режиме, как легкая музыка где-то на краю сознания, как радостное предвкушение какой-то приятной неожиданности. В это время вы спокойно и радостно занимаетесь своими обычными делами, а приятная музыка мечты и радостное предвкушение ее исполнения незримо присутствуют где-то рядом, как легкое облачко в сознании. Во всех ваших действиях и мыслях должна быть легкость, воздушность. Постарайтесь не решать в этот период и, тем более, не планировать каких-то сложных задач. Ваша легкая маленькая мечта может отодвинуться на второй план или вовсе улететь, как мыльный пузырек, попавший в поток сквозняка, а вы будете в этом вихре событий пытаться дождаться ее исполнения. Даже если в этот день вам не хочется выходить из дома, не нужно себя заставлять. Все должно быть естественно, само собой. Вы все равно услышите загаданное вами имя или слово и увидите собаку нужной породы или машину нужной марки. Это может произойти во время просмотра передач по телевизору, в интернете, в соцсетях. Вы можете услышать или увидеть то, что загадано, через открытое окно или в телефонном разговоре с кем-то. Это так работает, если вы действуете правильно и точно хотите, чтобы ваша мечта исполнилась. Только закрывшись в каком-то бункере глубоко под землей и лишив себя всех возможностей к исполнению мечты, вы добьетесь того, что она не сумеет к вам пробиться. Но здесь мы пытаемся решить прямую задачу, хотя самые креативные могут пойти от обратного и научиться сначала не исполнять свои мечты, а потом перейти к их исполнению. Напишите нам о результатах своих экспериментов. Желаю вам справиться со всеми условиями и присоединиться к клубу тех, кто уже сумел выявить и прокачать в себе навыки исполнения маленькой мечты, или даже пойти чуть дальше. Поставьте свой лайк, если видео было для вас полезным, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новой встречи!